Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете в комментариях. Не забывайте ставить лайк, ну и, конечно, ждете новые выпуски. Очень вовремя и, я считаю, важный разговор прямо сейчас состоится с Игорем Инком. Игорь, приветствую вас. Добрый день. Сошел благодатный огонь, подарил надежду всем, кто во Христе, всем, кто верит в Христа. Пасха. Это действительно такой период, который заставляет задуматься о том, что происходит с каждым из нас. Однако на эту Пасху возлагались очень большие надежды в плане прекращения огня и перемирия в Украине. Этого не случилось. Вместо этого мы слышим ряд заявлений от американской стороны, мол, попробуем, решающий период, несколько дней, а потом возьмем и уйдем. То, что на Пасху не произошло, возможно ли после Пасхи? И что вы думаете о происходящем вокруг вот конкретно этой даты? В контексте, конечно, остановки кровопролитной войны. Вопрос стоит на самом деле так. Крест и воскрешение христианской цивилизации. За всеми этими перипетиями, за физической враждой стоит духовное выживание человека. И реально спасение от вымирания – это сейчас самый главный наш вопрос. Даже если будет перемирие, даже если все остановится. Время разбрасывать камни, время собирать, время воевать, время мириться. Но самая главная война после этого, духовная, она только начнется. И то, что сейчас происходит, на самом деле больше выглядит как игры. В душе наших соотечественников очень важно понятие дружбы. Мы очень сильно споткнулись на том, что ожидали дружбы со стороны европейцев, американцев, англичан. А все сошло на вопрос выгоды. В принципе, это и так происходит у нас в обществе. Даже в семьях процветает это. Но когда вопрос касается выживания, и надежда рушится на глазах, и тот, в ком ты хотел видеть и слышать звук, просто голос дружбы у тебя звучит, потому что у тебя дети погибают, у тебя родственники погибают, у тебя все рушится. И тут тот, кого ты хотел считать другом, оказывается совсем не другом. Это очень болезненно. И это внутренняя борьба людей. Просто до сих пор я слышу о том, что все-таки наши народы не могут без этого. Дружба и любовь для нас непростые слова. Мы выросли в этом, наши предки на этом просто выживали. Коллективизм – это наше, так называемый коллективизм – это наш образ жизни, выживания. А индивидуализм – это западный образ жизни. Они к этому привыкли, и для них это заставляет. И отсюда, несмотря на всю кажущееся сходство между нами, на самом деле это очень серьезный критерий. Эгоизм в тяжелые времена никак не помогает. Поэтому конфликт существует, и он даже после мира, после перемирия, он все равно всплывет. Причем, будем искренни, Россия, царская Россия всегда была дружелюбной к другим народам. Просто даже Советский Союз, это же все строилось на дружбе. Этот коммунизм и все остальное, это считалось очень важным критерием, через который тяжело переступить. Здесь происходит вот так. Тогда почему началась война? Из-за дружбы? Да, практически да. В понятии русского человека, украинец, он предал эту дружбу. Но, будем так говорить, я слышал такое мнение, люди говорят, представь себе, ты выдал дочь замуж, да, или сестру. Сестра вышла замуж, а муж решил ее,
в бордель отправить, например. Да? Что ты будешь делать? Это было еще во времена Крыма. Ну, представляете, какое отношение? То есть это там стоит российский флот. Мы семьи все перемешаны. И тут вдруг говорят НАТО, тут будет еще американский флот. В понятии славянина это не торг. Такими вещами не торгуют. Это что-то большее. Почему, собственно, Россия начала войну и была против вступления в НАТО? Ну, представьте себе, воюют две армии. И с той, и с другой стороны русские. Вот как? То есть у них это просто в сознании не помещается. А поскольку мы стремимся в Европу, то индивидуализм для нас, что хочу, то делаю. Я могу не считаться с соседом. Но когда наступают тяжелые времена, ты живешь в квартире, твои родственники далеко, то ближе соседа никого нет. Если у тебя случился пожар, сосед первый прибежит. Поэтому с соседями нужно дружить. Это такая жизненная аксиома. Многие сейчас задают вопросы и в комментариях, и пишут, каждый раз, да, у нас там обмен телами 900/40, да, гробы, потери, страдания. И люди возводят это в какой-то такой ранг, который дружбы народов между российским и украинским делает невозможным на поколение вперед. Что вы об этом думаете? Когда неожиданно мы поняли, что Запад живет по другим критериям, мы вынуждены были это принять. Все сделка. Торг, все договор. Как мы к этому сейчас относимся? Мы вынуждены принять. Но есть духовные законы жизни. И они точно нерушимы. Если сделка меняется на дружбу, ты можешь каким-то образом просто поменять отношения на других людей, то из жизни ты никуда не денешься. И духовные законы никто не отменял. Поэтому нас ожидает еще вот эти вещи. Нет глубокого понимания. Советский Союз просто христианство. Очень долго с ним боролся. У нас в сознании есть понятие совести, есть понятие дружбы. Это все осталось, и никуда от этого не деться. Но вот понимание, глубокое понимание этого нет. И поэтому нам придется к этому вернуться, так или иначе. И тогда вопрос, что почему моего ребенка убило, становится совсем по-другому. С позиции индивидуалиста это кажется очень кощунственным. Но с позиции духовного старца он скажет: ребенок-то в раю, а что будет завтра с тобой? Может, завтра тебя ждет такие испытания, что ты их не перенесешь и попадешь в ад. Поэтому очень важно понимать глубину духовной составляющей жизни. Иначе тогда жизнь очень плоская, она происходит в двух измерениях. Сейчас идет война на 3 уровнях. Вот идет физическая война, где гибнут солдаты, где в тылу помогают им волонтеры. А ведь за этой войной идет другая, правильно? Там же идут игрища, там идут сделки, там идет совсем другое. Но это все игра, а подлинная война. Ведь никто не отменял врага рода человеческого. И князь этого мира просто руки потирает. Смотрите, в чем цель Бога? Создать из человека подобие себя. В чем цель дьявола? То же самое. То есть, сделав нас всех гадами, он добьется победы независимо от того, проиграет тут кто-то, победит тут кто-то. Это не имеет значения. Имеет значение только одно. Сделать нас гадами. И вот это наше духовное выживание. Потому что кратковременный рай здесь, куда он приведет? Мы долго слышали о ценности человеческой жизни. Также западные ценности. А сейчас какое отношение к этому? Как
к этому вообще относиться? Очень большой вопрос. Это кризис христианства в Украине или в целом в мире? Нет, Европа поднялась за счет христианства. Если посмотреть историю, очень много подтвержденных фактов, что до принятия христианства Европа была, если я скажу одичалой, наверное, они обидятся, но тем не менее. Там кровопролитие считалось нормой. Христианство принесло миролюбие, но в какой-то степени они впали в крайность, потому что то сейчас чем пользуются наши беженцы. Это часть людей, просто иждивенцы, которых по христианским понятиям им нужно помогать. Но эти люди не живут по христианским законам. Поэтому здесь должно быть разделение, у кого кто живет по законам мира, а кто живет по христианским законам. Тем не менее, Европа поднялась на этом, но прошло время, и люди, так же, как мы сейчас не помним Советского Союза, так и они. У них остались храмы, у них остались улицы называться в честь святых. Но искушения, практически такие же искушения, как искушение Христа, через это европейцы не прошли. И поэтому, утратив евангельские ценности, они сейчас, грубо говоря, возомнили, что это их достижение. Мы же смотрим на это и, не понимая, почему Европа стала такой, вместо того, чтобы начать с того, с чего начала Европа, и подняться, точно так же развиться, мы хотим в Европу просто так. Потому что у них есть пособие, у них есть... Но Европа реально, и они сами этого признают, сейчас в упадке. И они не знают, что делать со своей духовностью. У меня с Францией, например, сейчас свидетельство просто полный разврат. Там не осталось не то, что было на Олимпийских играх, это реальный показатель, потому что люди не знают никаких границ, и семьи не сохраняются, потому что они преданы друг другу. Примерно вот так. Поэтому так или иначе Европу ждет еще испытание, потому что это просто так не закончится, за все надо платить. И у Бога есть свои цели. И то же самое касается. Но если говорить о Америке, там протестантизм, они из Библии вывели такую свою крайность, что богатый человек – благословенный человек. Мы, когда говорим о Америке, мы говорим о американской мечте. Но на долларах изначально у них тоже написано было «Богом мы веруем». Так? Поэтому... Смотрите, сначала в Бога мы веруем, потом сошло на американскую мечту, потом протестантизм под себя они так подстроили, что выгодно. Сейчас Трамп, который позиционирует себя чуть ли не миссионером, говорит о сделках. И с позиции нашей позиции, которая все-таки осталась у нас, христианская жилка, православная именно, мы не понимаем, почему они так себя ведут. Для нас Трамп предатель, для Трампа мы предатели, например, да? А в чем суть? Смотрите, как рассуждает протестант. Если православный пожертвовал что-то, у него не возникнет никакой мысли, что это можно назад забрать. Но протестант думает по-другому. Я помог этому человеку. Как этот человек воспользовался моими средствами, это его проблемы, не мои уже. Я ему помог. Я помог бескорыстно. Но теперь я обратился к нему, он же каким-то образом использовал мои средства. Он должен мне их вернуть, если он хочет со мной... То есть с их понятия справедливости. Это вполне естественно, у них законы на этом построены. А мы не можем этого понять. Я смотрел блогеров, которые просто на этом строят передачу, и они никак не могут понять этой логики.
Вот казалось бы, да, вроде бы между нами мало разницы, как между людьми, а на самом деле ну, просто жизненные критерии разные, качественно разные. И поэтому, если протестант считает, что Христос за него уже пожертвовал, ему ничего не надо делать, то православного совсем по-другому. Христос пел и нам велел. Ты должен пройти искушение, испытания, страдания, и тогда ты достигнешь. То есть ты по примеру Христа должен поступать. Он твой путеводитель. И тогда понятно для нас, почему апостолы после Христа практически все прошли через смерть. Но объяснить это протестанту невозможно. Ну, это их проблема. Когда я это слышу от протестанта, для меня это просто удивительно. Но тем не менее, я не знаю, или все так думают, но такая позиция, конечно, вызывает конфликт, когда возникает вопрос, что нужно мириться. Да? В этом перемирии они как судья. И у нас еще какая позиция? Очень реально хитрая. Потому что если судья, он должен быть нейтральным. Ну, просто несправедливо, когда судья стоит на какой-то одной стороне. Но как бы тут получается, что есть две стороны, которые перетягивают судью на свою сторону. Где здесь справедливость? Поэтому есть конфликт внутренний, есть такая игра. Каждый хочет выгадать свое. И беда в том, что игра игрой, но эти военные игрища там заставляют продолжаться физическому убийству людей. Потому что земля усеяна просто крестами. И причем самое главное, я смотрел, вот как языки, да, которые приносили ритуалы в начале войны и все остальное, они, как говорят, они стали молиться. Это просто удивительно. Понимаете, он язычником воевал, но над ним поставили крест. И там он молился. Без молитвы я не могу воевать. Ну, вот такие вот слова я слышу. И, то есть, понятно, если идет война, ты же не призовешь гром ударить врага. И поэтому все становится на свои места, становятся очевидные вещи на свои места, что есть какие-то высшие ценности. Если я умру, какой смысл? Какая цель? Какое мое предназначение на земле было? Поэтому если кто-то погибает, то ясно, что у него, дай Бог, чтобы каждый попал в рай. Игорь, сейчас праздники, и нам Зеленский проанонсировал кровавую Пасху. Мол, есть данные разведки, будут стрелять. У нас отдельное информационное агентство говорят о том, что, в общем, будьте бдительны. Вот если храм обстреляли, что делать, как сгруппироваться, куда податься, к какой стенке прижаться. Ну, вот так, да, сейчас раскачивают эту ситуацию. Кровавую Пасху, да, нам предрекают. Где-то там в Херсонской области светомаскировка полностью в эти пасхальные дни. То есть задача какая? Понятное дело, что под угрозой опасности никто в храмы не пойдет. Да и если так разобраться, и ходят-то в основном, если брать общую массу, исключительно в качестве определенного ритуала. Там пришли Пасхи, яйца, посвятили, развернулись и ушли пьянствовать. Ну вот, как бы это такая традиция, она вот осовременила сам уклад и подход. Понятно, что это не все, некоторые хранят свои традиции, но основная масса вот такая. Почему так происходит? Что вы думаете о значении Пасхи сейчас для Украины, украинцев? И в привязке к вот этому духовному выживанию, ведь Пасха – это самый главный день, почему его поливают кровью? Пока не поливают. И честно, не верю, что в Пасху будет обстрел. Просто не верю. Ну, я бы сказал больше, но здесь на самом деле стоит вопрос, зачем нагнетать, зачем это говорить.
Ну, осуждать или оправдывать президентов, правителей, это не то, что неблагодарное дело, просто... А вот призвать к тому, чтобы они этого не делали, или наоборот шли туда, куда Бог направляет, вот это другое дело. И Зеленский мог обратиться и сказать Путину: ну давай Пасху, не будем этого делать. Я, президент, шел, была инаугурация. Там Библия лежала рядом, или моя рука на ней. Там был крест. А на кресте сверху что написано? Царь. Вот нас люди выбрали точно так же, как выбирали Христа. Он висит на кресте, и кто-то выбирает. Это же выбор. Вот это были настоящие выборы. И христиане выбрали Христа, а иудеи отказались признавать его цель. Для христиан это царь. И если я ношу крестик или не ношу крестик, если я при инаугурации ложил руку на Библию или нет, но я живу в христианской стране. И в любом случае надо мной кто-то есть. Кто надо мной? Какой царь? Кто у меня в сознании? Смотрите, на кресте в начале и в конце Христос говорит, когда он на кресте прибитый: «Отче, прости, не ведают, что творят». Ну, это вот буквально сюда можно применить к нашей ситуации. И заканчивается его жизнь тем, что «Отче, в руки твои отдают дух свой». Ведь это то, что сейчас, ну это реально, вот это распятие, это символ нашей сейчас войны. Потому что человек, прошедший через это, если он действительно это повернуло его к Богу, то получается, что даже погибнув, он спасся. Почему? Потому что если он в последний момент крикнул, что в руки твои дух свой отдаю, все, он по образу и подобию гада не пошел, он пошел по другому пути. А началось в том, что не ведают, что творят. Вот это то, что сейчас происходит. Поэтому, если это игра и нагнетание, ну, это на его совести. Если с российской стороны это все-таки произойдет, то, конечно, на их совести. Но это... Ну, я не знаю, у меня не будет даже слов, что сказать. Я не верю. Хотя все может быть, потому что бывают там нетрезвые люди, еще что-то, и потом это будет как угодно преподноситься. Но реально не верю даже в такие случайности. Но это мое мнение. Оно отличается от мнения Зеленского. Если мы посмотрим на вот такую благосферу, очень так запечаталась девушка, которая рисовала потужную крашенку, писанку. Она взяла страусиное яйцо, синий-желтый флаг и нарисовала там портрет Зеленского. Вроде как позитивный, яркий интертеймент. То есть всем нравится, это как по приколу. Потужно, да, ярко. А как это вообще читается на таком ментальном уровне и уровне специальном, специализированном? Самообожествление. Самообожествление. Кого изображали на крашенках? Это же символ, когда тоже к царю реально пришла христианка и принесла ему яйцо, потому что нечего было больше подарить. Он говорит: я скорее поверю, что оно станет красным, чем Христа. И яйцо покраснело. Поэтому испокон веков на их именно наносит изображение христианской символики. Если мы вместо этой символики наносим другое, кому мы это посвящаем? Пусть будут у Зеленского яйца. Пусть будут у Зеленского яйца. Хотя казалось, что они у него есть, потому что, бон эвтик когда-то.
Если с позиции того, о чем мы с вами только что поговорили, как ответить себе на вопрос, почему не случилось пасхальное перемирие? Смотрите, в жизни так. Или я приношу себя в жертву другим, или приношу других в жертву себе. Вот это две крайние точки, которые отличают Бога от дьявола, от гада, от беса. Примерно вот так. Если каждый день гибнут люди, ну, в любом случае, вот задается вопрос, я часто его слышал, зачем нужен посредник в данной ситуации? Посредник требует свою долю, то есть часть средств народа, страны. Мы платим, да, и уходит за то, что просто два лидера страны могут встретиться и договориться. Что мешает? Зачем эти посреднические услуги, которые просто уводят страну в кабалу? У этого должна быть какая-то цель. Тем более, что это и называется сделкой. И вот возникает вопрос, что это за сделка, для чего она нужна? И почему это все затягивается? Ведь она затягивается потому, что люди хотят просто выторговать что-то больше или лучше. Но откажись мы от посредничества, все становится на свои места. Никто, я даже не представляю, если бы просто вот пошли на договор две стороны, что могла бы сделать Америка или Европа? Просто состоялось бы перемирие. Просто была бы прямая договоренность. Потому что даже чтобы договориться через кого-то, через посредников, нужно время, чтобы передали из одних в других, чтобы довезли. А это время – это смерть чья-то. Вот как, я очень сложно себе представляю, как эти люди могут жить, зная, что под их руководством это все происходило. Для меня это просто непонятная вещь. Если мы представим, что война закончилась, многие рисуют образ какого-то страшного будущего. Голод, разруха, там, гражданские конфликты, друг за другом начнут гоняться, тех, которым дали по печени, засунули в бусик, вернутся, и, в общем, начнет что-то бурлить и полыхать. Я просто вспоминаю, что Зеленский на это тоже в одной из своей речи в этом уже году намекал в плане того, что меня так просто убрать не удастся. Подразумевая, что если это случится и поменяется власть, то это ждет Украину неизбежно. Рисуют очень серьезные картины. Предохранителей нет. Там попы изгнаны, священники нечестны, потому что, чтобы к ним не пришли в храм и, собственно, храм не забрали и так далее. То есть под колпаком многие люди, даже те, которые называют себя лидером мнений, оказывается, внезапно работают в связке с властью. Действительно ли, условно, если закончится война каким-то перемирием, или, гипотетически, понятно, что сейчас пишет пресса западная, Россия горит, денацификация и отставка Зеленского. Вот такие условия, по крайней мере, так пишет Нью-Йорк Таймс. Понятно, что это условия России. Гипотетически война прекращается, и вот эта агрессия вся перемещается внутрь. Мы правда на пороге гражданской войны? Или это нам забивают баки, рассказывают для того, чтобы послушнее были? Если бы я обращался к президентам и искренне мог бы услышать от них ответ, я бы спросил такую вещь. Вот
Христианские страны. Духовная независимость. Духовная борьба в христианской стране. Это бескровная вещь. Христос пришел в оккупированную страну. Христос, первое пришествие, был в оккупированной стране. Римляне были оккупантами. Он не призывал никаким бунтам, хотя его на это провоцировали постоянно. Христианская позиция, которая сейчас имеет отношение к Пасхе, это мирная позиция. Почему? Потому что идет духовная борьба не против плоти и крови. И поэтому независимость должна быть прежде всего от порока, от порочной природы, которая и вылазит, когда этого нет. Когда этого нет, когда человеку не за что бороться. Вот. Если Зеленский предлагает, что политика именно в этом, тогда да. Этого и Путин может бояться. Поэтому странам нужно вернуться, возродить христианскую цивилизацию. Это наш крест и наше воскрешение. Тогда все вопросы станут автоматически на свои места. Потому что люди будут очень сильно заняты своим духовным выживанием. Тогда тыл, который сейчас объединяется, да, для того, чтобы помогать фронту, и фронт, который борется за сохранение своей родины, они перейдут на мирные рельсы, и тогда, представляете, какая-то сила. Если когда-то я смотрел до войны, за несколько лет, для того, чтобы избрать президента, нужно было всему народу скинуться буквально по 5-10 копеек. Но если один человек хочет выбраться в президент, это же не приподъемные деньги. Мы покупаем себе правителя. Чего мы хотим тогда? Если волонтеры могут сброситься на вооружение, на фронт, которое почему-то не дошло от государства, то они точно так же могут купить себе президента. Это же простая вещь. Почему это так сложно воспринимается? Точно так же, как войны. Очень много солдат, которые просто покалечены и все остальное. И у нас очень большая проблема, что дети выращены, воспитанные, школьное образование получили просто от превосходства женщин. Это накладывает очень сильный отпечаток. Эти люди, очень многие из них работали в сфере и образования и могут стать преподавателями. Почему бы нет? Если у них с психикой, естественно, все нормально, если они пришли через это испытание, если они поняли это и сохранили доброту, это люди, лучшие воспитатели для поколения. И тогда, будь он калекой или еще что-то, он не будет тогда калекой. У него жизнь будет. И развитие страны, просто представить себе, что в идеале Россия и Украина решили бороться не за то, что сейчас они борются. Вообще, честно говоря, непонятно уже и за что. А за подлинно христианскую цивилизацию. Кто из них будет в передовых? Кто из них будет... Это же мирная борьба. Это же мирная конкуренция. Почему религиозные течения могут между собой конкурировать? Кто им мешает? Бывает, конечно, что вмешивается государство, хотя церковь отделена от государства. Но тем не менее, ни у той, ни у другой страны нет идеологии. Она есть, но ее нет. Вот почему? Потому что нет понимания. Дурно понятое Евангелие не используешь как идеологию. Вот это христианство решает этот вопрос запросто. Православие тем более. Но если это все просто будет на животном уровне, тогда не чувайтесь, тогда да. Игорь, у меня, понятное дело, то есть все равно для каждого христианина Пасха – это самый светлый день. Всегда самые светлые мысли должны присутствовать у человека, какие-то, да, то есть, ожидания, радость,
несмотря на то, в каком ты находишься положении, там, ты на фронте, в окопе, твой дом разрушен или цел, ты, ну, много всякого, но этот день, это действительно день радости. Так учит Библия, так, ну, учат христиан. Я вот какой хочу вопрос задать. У меня две картинки перед глазами. С одной стороны, мы видим такая вопиющая ситуация. Гидропарк, Киев. Ну, кто был, тот понимает, это место отдыха. Там приходят компании, гуляют, там, выпивают, отдыхают. Ну, хорошее место для отдыха. Есть где прогуляться. Река Днепр омывает остров. И, в общем, замечательное место. Хорошо там все вроде как себя, ну, чувствуют многие люди. И в этом, ну, на этой станции метро подрались подростки с военным. Видео разлетелось в сетях. В общем, виноваты подростки. Они спровоцировали военного. И, да, вот они наказаны, там задержаны, 2 человека задержано, там еще там что-то, некоторые свидетельства давали. В общем, эту молодежь нашли, показали, отчитались, мол, вот так вот молодежь провоцирует военного, побила и избила его. Это вот первая картинка, которая перед глазами. Несовершеннолетняя. Вторая картинка, она уже сегодняшнего дня. Да? То есть это вчера открывшийся ЛГБТ-фестиваль кино. В кинотеатре «Жовтень», в кинотеатре «Октябрь», да, там проходит этот фестиваль, он будет несколько дней, будут показываться разные фильмы. Уже есть фронтмен, лицо этого фестиваля, там Серненко всех приглашает, говорит, это важно, нужно ходить на такие фестивали. И к этому фестивалю сегодня пришли, ну, я не скажу, что сильно много, но, в общем, тоже молодые люди, там флаги определенных организаций, они пришли протестовать. Полиция жестко разогнала и, так сказать, ну, рассеяла там двоих Разогнала кого? протестующих. Рассеяла там, ну, в общем, и сообщили там о 4-2, в общем, задержанных. И показывают опять нам этих задержанных. Смотришь, а это тоже несовершеннолетние. То есть речь идет о ребятах, пацанах 15-17 лет, которые вот выходили против этого. Я хочу, чтобы вы отношение высказали свое к вот этим двум картинкам. И как вам кажется, вот то, что их объединяет, вот это вот будущее поколение. Горячих, молодых, которых не заберут в ТЦК. Получается, что мы... Ну, понятно, что там сложно сказать, но получается, что все-таки мы имеем нечто большее. И когда говорим о том, что там вот наша молодежь необразованная, такая-сякая, черти чему учили, но по сути вот в христианский большой праздник проводить фестиваль, ну протестовать против этого можно, почему нет? То есть они на правильных как бы стоят позициях. Драться с военными, но нам не сообщают, что там и к чему, никто не сообщает. Ну вот, да, позицию этих малолеток, которых приняли и там наказали, мы же не знаем. У них гормоны, гордыня. И военные же тоже, наверное, ну, скажем, в военной форме по гидропарку, тоже, видимо, ну, не на службе. Хотя Бог его знает. И почему друг друга провоцировали, мы не знаем причину. Что вы скажете о поколении и об этих событиях? Просто вот интересно, как их считать, как их трактовать. Добавлю третью картинку. Группа американских подростков плачут, потому что они поменяли пол, но поменялась политика. Что нам теперь делать? Серьезный вопрос. Это идеология войны, можно ее так назвать, идеология войны. ЛГБТ имеет на своей стороне поддержку государства, судя по этой картинке. И ее противник
люди с нормальной ориентацией. Просто природное, естественное существование уже не устраивает власть, судя по тому, что описал. И они борются. Когда говорят гей-парады, парад устраивает, когда что-то побеждают. И когда меньшинства вдруг, которым позволено все, вместо того, чтобы просто себе естественно жить, они еще представляют себя обиженными и хотят навязать свою точку зрения, это как-то совсем не толерантность. Это что-то совсем другое. Поэтому тут политика... Позиция ЛГБТ – это позиция европейская. Там сейчас это процветает. И они хотят отстоять свои права, потому что, послушав американских подростков, что им теперь делать, когда они пол поменяли, они очень боятся оказаться в этой ситуации. Учебники, просто европейские учебники на этом построены. Причем с самого малолетства воспитывают, что человек может выбрать пол. Как он может выбрать пол, если даже по Фрейду он еще просто не различает свой пол? Но ему уже внушают, что это вариантность. Раз вариантность. Какие вопросы? Поэтому это тоже борьба. То есть борьба, здесь борьба, да, разноцветных, там борьба подростков. Я приведу пример такой для иллюстрации. В Советском Союзе была идеология революции. Все, на чем строил Ленин, особенно в первое время, все, на чем строил Ленин, все свои публикации, заканчивалось и начиналось революция, 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 во имя революции. И это вошло в учебники школьные. Стали воспитывать революционеров. Когда стали воспитывать революционеров, а в стране-то мирное время, но воспитали революционеров. С чем все закончилось? В стране произошла революция. В итоге. Почему? Потому что люди, воспитанные так или иначе, даже если они плохо учились, они все-таки это в себе впитывают, потому что подростковую энергию надо куда-то девать. Нужна цель жизни. Если меня учат, что надо быть революционером, то они становятся диссидентами в этой стране, революционерами и тому подобное. Вместо того, чтобы развивать эту страну. Вместо того, что... То есть должна быть идеология. Ничего, кроме христианской, особенно православной идеологии, просто нет ничего настолько подлинного. Конечно, это нужно понимать. Но любая подмена, даже подражательство, они приводят к таким результатам. И поэтому, если говорят власти, что они этого боятся, то они же это и воспитывают. Получается такой порочный круг, или наоборот, это специально игра. Потому что властимущий найдет себе охрану. А разделяя властву никто не отменял. Очень сложно отличить Бога от дьявола. Да? Ангел света легко превращается в ангела. Ангел тьмы легко превращается в ангела света. Но не превращается, а маскируется, будем так говорить. И отличить очень сложно. Когда внутри человека говорит какой-то голос, голос совести или голос просто выгоды, когда все, что справедливо, будь оно корыстным, все справедливо, это так должно быть, то человек к этому привыкает, ты общаешься с человеком и не понимаешь, что у человека внутри не хватает, что-то не так. Но для него он уже давно забыл, что такое совесть, он уже давно, он поменял пол. Это же тоже смена образа жизни, абсолютно категоричная. И когда это поддерживают окружающие, то, естественно, человек, возникает вопрос, если все, то они же не могут все ошибаться. В стране не было бы половины разводов, если бы у разведенных супругов не было бы группы поддержки. Потому что когда ты развелся, у тебя есть группа, которая говорит, да, ты прав, у меня такое же, все, пошли там гулять, выпивать и тому подобное, да, или пол сменим. Это идеология. Хотим мы или нет, потому что такое идеология? Это просто внутренний мир человека, его картина мира. Он взял извне, поместил внутри себя, каким-то образом оценил, что к чему, и изнутри выносит себя вовне и так действует. Поэтому подросток – это человек, который не воевал, но он уже чувствует себя в силах, как будто он это может делать. Когда он попадет в реальные обстоятельства, время и обстоятельства покажут, так это или не так.
Но я видел маленьких детей, которые подходили к штанге после папы. И с убежденностью, что это так легко и просто, как пушинка, папа поднимает штангу. Этот ребенок хватается за эту штангу и плачет. Не может ее поднять. Подросток – это вот такой образ. И в подростковом возрасте нет критического мышления достаточно четкого, чтобы понять, что это ему чревато каким-то наказанием, что он может оказаться в тюрьме, что он может покалечить кому-то жизнь или себе. Но если это еще поддерживается властью, а тем более полицией, если на его стороне сила. Поэтому мы культивируем эти вопросы. И реально это далеко от Пасхи. Ну, как в Пасху такие вещи проводить. Это же ясно. То есть все культивируется вокруг какой-то идеологии, которая просто исходит сверху. И реально, если посмотреть искренне на этот вопрос, то вот есть источник этого всего. И все вот это вот внешнее проявление, да, тем более, что это люди масс-медиа, это просто внешнее проявление того, что там внутри. Вот и все. Бороться, просто вернуться к подлинной, природной, естественной, не противоречащей жизни, идеологии, мировоззрению. Проблема только в том, что война, само время войны – это противоестественная история. Есть, конечно, ряд философов и мыслителей, которые думают, что это естественная штука. Ну, мол, войны всегда были, надо философски относиться. Но война, она убивает жизнь. Несколько по-другому. Это исходит действительно из мудрости. Человек в критических обстоятельствах проявляет себя реально искренне. Об этом речь. То есть там человек может измениться, там человек может проявиться, но он очевидно виден, ничего не спрячешь. Об этом мысль. Но когда философски это еще как бы спрашивается, то это просто, не знаю, надо слово какое-то подобрать, да? Беллетристика, может быть, такое подойдет. Может. Но беллетристика и библистика это... То есть в критические времена человек проявляется, выходит из него то, что внутри. И поэтому тяжелые времена для христианина это не как раз наоборот через испытание. Возьмите монахов, например. Зайдите туда, где люди лечатся, допустим, от рака. Вы увидите очень качественно разное отношение к этой тяжелой болезни. Человек, который верующий, он иногда просто хочет туда. Он хочет туда, он хочет к Богу, он хочет в рай. Но человек, который неверующий, он просто трусится, он дрожит. Он может заболеть только от этого переживания, только от страха, от этих эмоциональных состояний, которые значительно ослабляют его иммунитет. Поэтому христианство – это и лекарство в своем роде. Игорь, в завершении. Есть надежда, что война закончится? Ну, конечно, она закончится. Какие варианты? Она не может длиться вечно. Но никуда не денется борьба духовная, которая за этим всем. Потому что реально мы стоим все в третьей позиции. Потому что между собой решают выяснение. И если мы открываем Библию, то Бог и дьявол говорят одни и те же слова. И каждый говорит, что он говорит правду. Что это подлинно. Его слова подлинно. И вот человек должен научиться различать. В детских сказках это хорошо было выражено. И я помню даже с детства фильмы, когда к мальчику приводили, Кощей Бессмертный, помню, да, это был. Несколько женщин стоит, и только одна среди них живая мать. И ребенку предлагается выбрать, кто из них подлинный. Поэтому духовная война сейчас только начнется. И наши волонтеры, наши воины, которые вернутся в фронт, закаленные этим всем, это в их руках выбор, как они будут к этому всему относиться, куда пойдет страна. Так же, как Христа выбирали на кресте,
один народ был против и распинал, а другой принял как своего царя. Да, Духовная Христос в оккупации, конечно, очень сильный образ. Но, по сути, так и было. да. Игорь, я благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Хорошо отпраздновать всем. С Богом. Да, друзья, очень важные дни, важный день. День, когда нужно подумать о душе. Всех с наступающей Пасхой, Светлым Христовым воскресением. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся. Поддерживаю каждое слово.